Всем привет! Добро пожаловать в новый мастер-класс. Сегодня будем с вами вязать вот такую лягушку-тянучку, у которой тянутся глазки, ножки. Шуршат ручки, шуршат ножки, звенят глазки. Ну, шуршалки, звенялки вы уже сами на свое усмотрение. У этой лягушки, которую мы будем сегодня вместе вязать, я буду шуршалки только в ручки вставлять и бубенчик один в глазки буду вставлять. Так, что нам для этого понадобится? По номерам пряжи я вам не скажу. Это Yarnart Jeans. У меня этикеточки уже потерялись. Но это неоновая серия. Там, по-моему, 4 или 5 цветов. Розовый, оранжевый, зеленый, желтый и, по-моему, голубой есть. В линейке в этой, во всяком случае, у нас в магазинах представлено. Вы можете брать абсолютно любые цвета, сочетать, можете сделать ее хоть розовый, хоть голубой, хоть какой. То есть 2 моточка пряжи Yarnart Jeans. Дальше нам понадобится чуть-чуть белого и чуть-чуть черного для того, чтобы связать глазки, зрачки. Немножко красной ниточки для язычка. И понадобится 2 кусочка ткани. Кругленькие на этот раз. Буквально там на сантиметр. По окружности больше, чем части самого тела. Еще такой нюанс. У кого нет ткани, я просто шью зайчиком зайчиком большим, да, одежду. У меня ткани много, поэтому я нашла такой вариант, как ткань. Можно еще вязать не 2 части тела, получается, да, вязать, а вязать 4. 2 лицевых, которые будут видны, и 2 внутренних части, которые просто пришьете к лицевым вместо кусочков ткани. Их вы можете вязать хоть из остатков, извязывать разноцветными, радужными и какими-то угодно. Главное, чтобы ниточка была плюс-минус по размеру такая же, чтобы они получились одинаковые по размеру. Так, ну, в принципе, крючок 1,5 я вяжу, джинс на 1,5. Кто вяжет на 1,75, на 2, берите крючки того размера, которым вам удобно вязать. Дальше, у этой жабки, смотрите, сделаны такие ножки. Я буду вязать жабку вот с такими ножками, с такими ластами. Но скажу так же, как и в процессе вязания, как связать именно такие лапки. То есть это уже на ваш выбор, как захотите, какие именно лапки вязать. Опять же, у этой жабки у меня связан кружок центральный из ниточка. Из одной пряжи довязана уже основным цветом и основным цветом задняя. Здесь же я буду делать перед жабки желтеньким, сзади она будет у меня зелененькая, то есть полностью одним цветом. Но скажу, естественно, в каком ряду, если хотите именно такую перейти на другой цвет. Я просто хочу сделать улыбочку вот так, а сюда прикрепить, вот сюда на желтый, получается, спереди будет желтый, а сюда прикрепить зеленый вот такой вот бантик, бабочку такую, типа. Вот. Так, ну, давайте начнем с самого простого, с глазок, кольцо амигуруми. Шесть столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Вводим крючок в первую петельку. Достаем и не провязываем. Отрезаем. Эту подлиннее, заднюю ниточку можно покороче обрезать. Так, берем белый. Делаем следующему во втором ряду 6 прибавок. То есть вот наша первая петелька. Мы ее довязываем белым. И в эту же делаем вторую. То есть прибавку раз сделали.
прибавка 2, прибавка 3, прибавка 4, прибавка 5, прибавка 6. Сделали 6 прибавок. Провязываем один столбик без накида. И в следующую петлю делаем соединительный столбик. Оставляем ниточку подлиннее, для того, чтобы потом пришить. Все, эти завязываем, где переход цвета был, на узелок. Все, и обрезаем. Дальше. Тело будете вязать самостоятельно. Я вам сейчас покажу схему. Вяжется просто по кругу. Начинаете как глазик. В кольцо амигуруми 6 петель. Второй ряд 6 прибавок. И так далее. Сейчас я вам покажу схемку. Так, вот я написала схемку. Вы можете нажать на стоп, переписать. Просто не вижу смысла вязать на камеру. Это очень просто. 6 столбиков в кольцо амигуруми, 6 прибавок. И по схеме пошли вязать. У нас 16 рядов. Вот. Если вы хотите связать вот такое оформление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. В 10 ряду в конце ряда последнюю петельку не довязываем, вот как сейчас в глазике не довязывали петельку, провязываем ее вторым цветом и начинаем дальше вязать уже вторым цветом. Можете делать этот кружочек меньше, больше. У меня здесь 10 рядов этим цветом провязано, остальные 6 довязаны уже основным цветом. Вот. Вот я вам еще раз покажу. Могу чуть-чуть поближе. Как-то поровнее чуть-чуть. Все, можете нажать на стоп, записать и связать самостоятельно. 2 такие детальки. 2 круга у нас должно получиться одинаковых. Так, теперь вяжем с вами ручку. Тоже ничего сложного. Набираем 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тут уже в круг вы можете не очень ровно соединять, если у вас ступенечка будет, потому что они будут ввязываться в тело, этого не будет видно. И начинаем, соединяем в круг. И начинаем провязывать эти 10 столбиков по кругу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. У нас в работе 10 столбиков. Вот мы первый ряд провязали. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй ряд провязали. И теперь вяжем еще 28 рядов. То есть всего получается 30 рядов по 10 столбиков без накида. Либо просто по кругу
300 столбиков. Итак, смотрите, провязали 30 рядов по 10 столбиков без накида, либо просто 300 столбиков без накида по кругу. Последний столбик не довязываем до конца, обрезаем ниточку. Я беру желтенький и довязываем желтеньким. Дальше вяжем. Так. Прибавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Прибавка. 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Сейчас я завяжу вот эти ниточки перехода цвета. Обрежу их, чтобы они не мешали. И поставлю маркер. Так. Следующий ряд вяжем. Прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Прибавка. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Следующий ряд вяжем. Прибавка. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Прибавка. Просто неудобно, телефон прям перед лицом. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, следующий ряд вяжем. Прибавка. Трясется. Следующий ряд. Прибавка. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Прибавка. 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, дальше вяжем. Прибавка 8 столбиков без накида, прибавка 8 столбиков без накида ряд. Потом прибавка 9 столбиков, прибавка 9 столбиков ряд, прибавка 10 столбиков, прибавка 10 столбиков ряд и прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков ряд. У нас должно получиться в ряду 26 столбиков. Провяжите их самостоятельно. То есть вяжем сейчас ряд. Прибавка 8 столбиков 2 раза, прибавка потом 9 столбиков 2 раза ряд, прибавка 10 столбиков 2 раза и прибавка 11 столбиков 2 раза. 26 столбиков должно получиться в конце. Так, смотрите, провязала я эти ряды. Последний ряд у меня был прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков. Дальше я буду сейчас вывязывать. Сейчас ниточки запутались.
Так, все распутала. Я буду сейчас вывязывать вот такую ласту. Если вы хотите сделать вот такую, провяжите еще один ряд с прибавками. Прибавка 12 столбиков, прибавка 12 столбиков. У вас получится в работе 28 столбиков без накида. И один ряд провяжите 28 столбиков без накида. Тогда у вас получится вот такая лапка. Потом соедините и за две части ласта столбиками без накида провяжите, обвяжите, сделайте вот такую обвязку. Все, в принципе, и украсьте разделителями такими. Я же буду вязать вот такую ласту. Кто хочет со мной такую же связать, вяжем. Соединительный столбик. Столбик без накида в следующую петлю. Дальше в одну петлю мы вяжем полустолбик с накидом. В эту же петлю вяжем столбик с накидом. И в эту же петлю полустолбик с накидом. Дальше вяжем столбик без накида в следующую петельку. Соединительный столбик. Столбик без накида. Опять в одну петлю полустолбик с накидом. Дальше столбик с накидом в эту же. И в эту же полустолбик с накидом. Дальше столбик без накида. Соединительный столбик. Следующую столбик без накида. Дальше в одну вяжем полустолбик с накидом. В эту же столбик с накидом. И в эту же полустолбик с накидом. В следующую столбик без накида. В следующую соединительный. Потерялась. Соединительный. Еще один соединительный в следующую. Дальше столбик без накида. В одну полустолбик с накидом. В эту же столбик с накидом. И в эту же полустолбик с накидом. Дальше столбик без накида. Соединительная. Столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. В эту же столбик с накидом. И в эту же полустолбик с накидом. В следующую столбик без накида. В следующую соединительный. В следующую столбик без накида. В следующую полустолбик с накидом. В эту же столбик с накидом. И в эту же полустолбик с накидом. То есть 3 в 1 получается. Дальше столбик без накида. И заканчиваем. В последнюю вяжем соединительный столбик. Ниточку обрезаем покороче. Прячем вовнутрь. Складываем вот так пополам, соединяем. У нас по краям, вот здесь вот получается по 2 соединительных столбика. А здесь между этими перепонками типа, да, по 1. Соединяем пополам, берем зеленую ниточку. Сбоку в эти соединительные столбики вводим крючок. Упс. Вот. Фиксируем нашу ниточку. Кончик мы потом спрячем. И начинаем сшивать тоже. Петелька здесь, петелька здесь. То есть столбик без накида со столбиком без накида. Где мой фокус? Дальше полустолбик с накидом с полустолбиком, столбик с накидом со столбиком и так далее. Полустолбики, столбики без накида соединительные,
просто столбиками без накида. Обвязываем. И последние соединительные столбики также вяжем. Тут сложновато, конечно. Вот, вошла. Соединительный столбик. Завершаем. Обрезаем ниточку. И теперь вводим куда-нибудь крючок. Выводим здесь, где у нас ниточка. И прячем вовнутрь. Лишнее можно обрезать, там изнутри подтянуть. Все, спрятали один, прячем второй. Вот. Наши лапки, ручки готовы. Потом вставим в них шуршалку. Так, теперь вяжем глазик с ластой. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. У меня, кстати, еще была идея такая: связать, например, ножку зеленую, ну вот одну зеленую, а вторую желтую, и ручку одну зеленую, а вторую желтую. Мне кажется, тоже интересно будет, когда разноцветные. Но я решила сделать грудки такие разных цветов. Так, 6 столбиков кольцо амигуруми набрали, второй ряд вяжем 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Следующий ряд вяжем 1 столбик без накида, 1 прибавка, 6 раз. 1, первая прибавка, 2, столбик без накида, 3 прибавка, столбик без накида, 4, столбик без накида, 5, столбик без накида, 6. Следующий ряд вяжем 2 столбика прибавка, 6 раз. 1, 2 столбика, первая прибавка, 1, 2, вторая, 1, 2, третья, 1, 2, четвертая, 1, 2, пятая,
Раз, два, шестая. Дальше вяжем следующий ряд. 3 столбика, прибавка 6 раз. Раз, два, три. Первая прибавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая. Раз, два, три. Шестая. 30 столбиков у нас в работе. Теперь 3 ряда провяжите без изменений по 30 столбиков без накида. Так, провязала я 3 ряда по 30 столбиков без накида. Вяжем дальше. 3 столбика убавка 6 раз. Раз, два, три. Первая убавка. Раз, два, три. Вторая. Раз, два, три. Третья. Раз, два, три. Четвертая. Раз, два, три. Пятая убавка. Раз, два, три. Шестая. Так. Ставим наполнителя. Чуть-чуть наполнителя. Вставляем туда бубенчик. Лишний наполнитель пока убираем. Вяжем следующий ряд. 2 столбика убавка 6 раз. Раз, два. Первая убавка. Раз, два. Вторая. Раз, два. Третья. Раз, два. Четвертая. Раз, два. Пятая. Раз, два. Шестая. Мы потом дополним наполнитель, и глазик будет более кругленький. Следующий ряд вяжем 1 столбик, 1 убавка 6 раз. Раз, первая убавка, столбик без накида. Вторая убавка, столбик без накида. Третья убавка, столбик без накида. Четвертая, столбик без накида. Пятая, столбик без накида. Шестая. Вытягиваю ниточку. Беру наполнитель
палочку для суши и аккуратненько потихонечку распределяю наполнитель равномерно по кругу. Так. Вот, сформировали наш глазик. Так, вяжем следующий ряд. Убавка. 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. Убавка. 4 столбика без накида. Раз. Два. Три. 4. У нас получается в работе 10 столбиков без накида. Теперь нам нужно провязать 65 рядов по 10 столбиков без накида, либо по кругу 650 столбиков без накида. То есть вывязываем ножку вот эту. 65 рядов по 10 столбиков без накида. Так, вот мы довязали 65 рядов по 10 столбиков без накида, или 650 петелек. Последняя петелька осталась. Мы ее, так же как и в ручке, не довязываем, отрезаем. Берем желтенькую ниточку. Так, где у меня тут начало? Довязываем ее желтенькой ниточкой. И вяжем следующий ряд. Прибавка. 4 столбика. Раз, два, три, 4. Прибавка. 4 столбика без накида. Раз, два, три, 4. Это завязываем, отрезаем, прячем. И продолжаем вязать так же, как и вязали ручку, вот по этой схеме. Дальше прибавка 5 столбиков, прибавка 5 столбиков, прибавка 6 столбиков 2 раза, прибавка 7 столбиков 2 раза, прибавка 8 столбиков 2 раза. И вот 8 рядов нам нужно провязать. Последний ряд, прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков. Если вы вязали вот такой формы, вам еще нужно провязать ряд прибавка 12 столбиков, прибавка 12 столбиков и 28 столбиков без изменений еще один ряд. Точно так же, как и делаем ручки. Все, вяжем самостоятельно. Вот можете нажать на стоп, переписать себе по вот этой схемке. Так, провязала я все эти ряды. Последний прибавка 11 столбиков, прибавка 11 столбиков. Дальше вяжем, вывязываем ласту, соединительный столбик, столбик без накида, в одну петлю полустолбик с накидом, в эту же петлю столбик с накидом, полустолбик с накидом тоже в эту же петлю. Дальше в следующую столбик без накида, в следующую соединительный, в следующую столбик без накида, дальше в одну полустолбик с накидом, столбик с накидом в эту же и в эту же полустолбик с накидом.
Дальше в следующую столбик без накида, в следующую соединительный столбик, в следующую столбик без накида, дальше в одну полустолбик с накидом, в эту же столбик с накидом и в эту же полустолбик с накидом, в следующую столбик без накида, соединительный столбик, еще в следующую еще один соединительный столбик, столбик без накида, дальше в одну полустолбик с накидом, в эту же столбик с накидом, в эту же полустолбик с накидом, в следующую столбик без накида, следующая соединительная, следующая столбик без накида, в одну петлю полустолбик с накидом, в эту же столбик с накидом, в эту же полустолбик с накидом. Дальше в следующую столбик без накида, в следующую соединительный столбик, в следующую столбик без накида, в одну петлю полустолбик с накидом, в эту же столбик с накидом, просто столбик с накидом, и в эту же полустолбик с накидом. В следующую столбик без накида и в следующую соединительную петлю. И обрезаем ниточку. Вытягиваем ее. Прячем. Снова складываем пополам, как это делали с ручкой. И обвязываем, соединяя две части столбиками без накида. Поочередно. Столбик без накида со столбиком без накида, полустолбики с полустолбиками и так далее. Точно так же, как делали ручки. Вводим, где соединительные, фиксируем и обвязываем. Так, все, обвязали. Точно так же, как в ручке, прячем боковые ниточки. Дальше вот так вот сложена ножка. Ведем, ведем, ведем сюда. Пришиваем глазик. Можно сделать на глазике блик. Вот у меня есть иголочка с белой ниточкой. Можете один, можете два блика. Я сделаю один, как у меня на втором глазике. Все. Это завяжу, обрежу и перешиваем. Там, где у нас были ряды без изменений, 3 ряда, вот на эти 3 ряда и пришиваем глазик. Так, сейчас давайте с вами свяжем бантик. Я покажу, как я буду вязать. 11, набираю цепочку из 11 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Со второй петли начиная, вяжем 1, 2, 3, 4, 5. Я буду вязать маленький, вы можете вязать любой по размеру, то есть любую цепочку из воздушных петель набираете, как и в высоту, так и в ширину. 9. В 10-й провяжу 2 петельки, прибавку сделаю. Петля подъема, разворот, и начиная со второй петли, не с первой, вяжем в обратную сторону 10 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
в последнюю опять 2, 10, 11, то есть прибавку. Петля подъема, разворот. Опять начиная со второй петли вяжем третий ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. С третьего ряда 12 петлю дополнительную мы провязываем в боковинку сюда. 12 петлю подъема. Опять первую пропускаем, со второй 10. 2, 3. Телефон прямо перед глазами, поэтому не видно. Еще и лампа светит, отсвечивает. 9, 10, 11, да, я там 12 вроде сказала. 11 петлю в боковую стеночку. И так вяжите столько, сколько вам нужно в высоту. Я провяжу там, может, 6 рядов. Небольшой бантик у меня будет. 9, 10, 11 в боковой. Так, я думаю, что примерю. Просто небольшой такой. Да, этого достаточно. Когда я последнюю петлю, вот эту 11, завершу соединительным столбиком. Дальше что я делаю? Я вот эти кончики, хвостики провожу в серединку. Беру ниточку. И просто вот так вот наматывайте хвостики сюда. Наматываю ниточку. Смотрю, чтобы одинаковые были кончики. Эту ниточку можно обрезать, чтобы в серединку. И вот эта ниточка будет держать, и они не вылезут. Наматываю, наматываю. Потом сзади завязываю на узелок. И за эти ниточки потом прикреплю вот так к телу. Сейчас будем крепить. Дальше я беру свою желтую часть. Вы можете брать, ну, свою переднюю часть, какая она у вас такая, или как у меня обычная. Я буду делать улыбку. Просто провожу вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Чтобы одинаково было расстояние. Сначала ничем не фиксирую. Потом беру красную ниточку. Так, у меня улыбочка будет вот такая. Значит, я ввожу красную
серединку. Как там серединка? Серединка наша. Вот сюда. Ввожу красную. Зацепились. Так. Дальше черную оттягиваю. И язычок у меня будет вот здесь. И в соседнюю петельку ввожу. То есть язычком, получается, мы фиксируем нашу улыбочку. Вот такая вот улыбочка будет. Сейчас я вот это все между собой завяжу. Сильно не натягивая, просто на узелочек. Красную тоже обрежу. Так. Вот. И вот тут у меня будет бань. Так, все детальки готовы. В одну ручку я уже вставила шуршалку. Вставляем во вторую. Пакетик для запекания, кусочек. Все. Вторая тоже готова. Откладываем их все в сторону. Берем нашу ткань. Так, берем нашу ткань. Переворачиваем наше тело наизнанку. Иголочку с ниточкой. И подворачивая ткань потихонечку вот здесь вот в эту часть ряда пришиваем шов. Не имеет значения, какой вам удобно. Можно вообще прострочить на машинке, что гораздо быстрее и удобнее, что я в принципе и делаю мелким швом. Оно тогда спереди не виден. Все по кругу вот так подворачивая потихонечку. Пришиваем. Когда остается маленькое отверстие, наполняем холофайбером и зашиваем до конца. Так, смотрите, вот я прошиваю по кругу, оставляю отверстие небольшое, наполняю холофайбером и сейчас дальше дошью до конца. Еще вставила пищалку такую вовнутрь. Вот так они выглядят. Точно так же делаем со второй частью, со второй деталькой. Так, смотрите, вот я наполнила. Все зашила. Вот. И относительно теперь ротика. Вот я поставила себе маркеры. У меня у этой лягушки будет между глазок вот здесь 6 петелек.
у этой 8. И между ножек у меня будет тоже 6 петелек. На одинаковом расстоянии, чуть поуже они будут, а у этой 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, у этой 12. Вы смотрите сами, как хотите. Мне просто захотелось чуть-чуть поближе глазки и ножки тоже поближе сделать. Поэтому у меня вот здесь отмечено маркерами 6 петелек между глазками, по 5 петелек на каждой глазке. Дальше 32 петельки идут сбоку, с одного и со второго, по 32 петельки, и где-то с 13, наверное, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ой, не так держу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Нет, повыше, наверное. Может, с петельки 10 буду ввязывать ручки. Поехали. Берем крючок. Я буду зеленой ниточкой. Начну где-нибудь сбоку. 1, 2, 3, 4, 5. Примерно в 5 петельках. Это уже берем с любой стороны, потому что там все одинаково. Так. Вводим крючок в обе части и столбиками без накида вяжем, закрепляем. Так. Смотрите, чтобы захватывались обе стеночки петелек. Вот под камеру не очень удобно делать. Просто обвязываем столбиками без накида. Расстояние между глазок и ножек решайте сами, какое у вас будет. Я вам покажу, как сделаю я. 1, 2, 3, 4, 5. Вот последняя петелька, где маркер. Угу. Дальше у нас будет глазик. Маркер я убираю. Провязываю только по переду. 1, 2, 3, 4, 5. Этот маркер я тоже убираю. Так, берем наш глаз. Видите, неудобно, камера бьется. Вставляем его сюда. Здесь 6 петелек. Ой, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Отсчитываем. И в 6-ю. Сейчас я. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, отсчитали. И в 6-ю вводим тоже крючок. И снова начинаем за 2 части. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер убираем.
6. Дальше снова вяжем только по желтой, по передней. 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Глазик потом можно будет поправить, когда ножки. Так, маркер убираю. Беру второй глазик. Опять отсчитываю здесь 1, 2, 3, 4, 5. В 6-ю. Сейчас. 1, 2, 3, 4, 5. И снова за 2 части начинаю вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот так у нас пока получаются. Видите, глазки немножко ближе. Так, пока достану. Дальше берем нашу ручку. Вставляем чуть-чуть наискосок. И соединительными такими столбиками как бы ее ручку саму протыкаем тоже крючком. Сшиваем. Вот сблизи задеваю камеру, подальше нет смысла, будет плохо видно. Все, и снова за обе стеночки вяжем. Вы уже там рассчитываете сами, маркерами отмечайте. Вяжем до маркеров. И с ножками делаем то же самое, как и с глазками. То есть довязываем до маркера, потом 5 петелек на одну ножку провязываем только желтой столбиками без накида, потом 6 петелек между ножек провязываем за обе части, потом снова 5 петелек провязываем только спереди, и потом вяжем, не забываем пришить вторую ручку на одинаковом расстоянии, чтобы они были. Вот такой смешнючий красавчик получился. Ручки шуршат, пищит. Оп. Легких вам петелек.
ставьте пальчики вверх, буду благодарна. Подписывайтесь, пишите комментарии, если что-то будет непонятно. И пока!